Всем привет, друзья! Сегодня пеку любимое с детства пирожное ежики. Этот рецепт знаком многим еще с детства. Возможно, их кто-то из вас пробовал или готовил даже. Это пирожное готовила нам мама. И оно строго было по праздникам, так как были такие времена, это времена СССР, и не просто было достать для этих пирожных все продукты. Вот с этими пирожными у меня связаны самые теплые воспоминания. Они по вкусу получаются такие легкие, неприторные, пушистые, ароматные. И вот сегодня, уже будучи взрослым человеком, имея семью, я продолжаю готовить эти пирожные, правда, не часто, когда есть время, и баловать своих родных, своих детей. Они с удовольствием их кушают. Давайте приготовим с вами сейчас и вспомним этот потрясающе забытый вкус. Для приготовления пирожных нам нужно будет приготовить основу. Это тесто, оно бисквитное. Продукты для приготовления должны быть комнатной температуры. В чистую емкость отправляю 6 крупных яиц. Размер яиц L. Пол чайной ложки соли. Я использую розовую соль. 2 пакетика ванильного сахара, в каждом пакетике по 8 грамм. 200 грамм сахара. Сахар измельчила в пудру. Все это нужно будет хорошенько взбить. Взбитым яйцам высыпаю 275 грамм просеянной муки. Поверх муки пакетик разрыхлителя, в пакетике 16 грамм. Все хорошенько перемешиваю. Перемешивать можно также с помощью миксера на маленьких оборотах. Добавляю сюда 70 грамм йогурта. Йогурт 3,8% жирности. И 2 столовые ложки растопленного сливочного масла. Вот такие вот полные ложечки, прям сверху. Бисквит буду выпекать в заранее разогретой духовке. Противень застелила пекарской бумагой. Противень 44 на 34. Распределяю тесто. Я буду выпекать сегодня 2 бисквита. У меня будет много пирожных. Я их готовлю на праздник. Праздничному столу будет очень много гостей. Вы можете уменьшить порцию вдвое.
Вот так у меня получилось. Отправляю в духовку. Бисквит готов. Я его выпекала ровно 30 минут. Готовность бисквита можно проверить с помощью деревянной шпажки. Обязательно это делайте. Теперь бисквит нужно будет хорошенько остудить. На остывшем бисквите вырезаю кружочки диаметром 6 сантиметров. Вот, получаются такие симпатичные кругляшки. Пирожное можно сделать любого размера, маленькое, большое, какое вам нравится. Посмотрите, какой пушистый бисквитик, как он симпатично выглядит на срезе. А вот эти вот остатки пойдут на обсыпку пирожных. Я их буду еще запекать в духовке до золотистого цвета и измельчать потом в блендере. И теперь готовлю точно так же второй бисквит. По той же технологии, что готовила и первый бисквит. 6 крупных яиц, размер L, пол чайной ложки розовой соли, 2 пакетика ванильного сахара, 200 грамм сахара измельченного в пудру, сахарная пудра в этом рецепте не предусмотрена. К взбитым яйцам добавляю 275 грамм муки, пакетик разрыхлителя. Все хорошо перемешиваю. Добавляю 70 грамм йогурта 3,8% жирности. И 2 столовые ложки сливочного масла. На втором остуженном бисквите также вырезаю кружочки. Вот, посмотрите. Очень пушистенькие, мягенькие. Обрезанные кусочки бисквита запекла до темного золотистого цвета. С помощью блендера
буду измельчать эти кусочки в мелкую крошку. Также можно это делать с помощью рук, но нужно будет дождаться, пока кусочки остынут. Пока они остывают, приготовим крем. Крем очень простой. Для приготовления крема мне понадобится килограмм маскарпоне. Маскарпоне раньше не было, мы готовили из густых сливок. Домашние сливки, они ничем не отличаются по вкусу от маскарпоне. Добавляю сюда 3 пакетика ванильного сахара. «250 грамм сухого молока». Раньше я использовала детское питание, но сухое молоко, оно у нас называется Кафе-Вайсер, ничем не отличается по вкусу от детского питания. Вернее, крем получается таким же. И добавляю сюда 150 миллилитров сгущенного молока. И все хорошо перемешиваю. Этот крем даже не нужно взбивать. По консистенции он должен получиться густым, плотным. Этот крем по вкусу напоминает вкус мороженого пломбир. Все, перемешали до однородности. Крем готов. Посмотрите, какой он плотненький получается. Хорошо держится на лопатке. Его еще нужно будет охладить. Вот такое количество крошки у меня получилось. Посмотрите, я ее измельчала с помощью блендера. Мне захотелось, чтобы сегодня была крупная крошка. Также можно ее сделать очень мелкой или просто измельчить руками, кому как нравится. Теперь собираем пирожное. Сборка очень простая. Наношу на одну половинку крем. Прикрываю другой. И теперь вот так же нужно будет смазать с боков, вверх, вниз и обвалять пирожное в крошке. Крем хорошо плотно держится на пирожном, поэтому можно наносить толстые слои, тонкие, кому как нравится. Мне нравится, когда много крема. И вот теперь пирожное вот так вот опускаем. Берем ложечку и обсыпаем со всех сторонок. Не придавливаем. Пирожное должно выглядеть такое пушистое. Поэтому вот так вот наклеивать, придавливать крошку к пирожному я не рекомендую. Вот получается такая красота. И таким образом буду поступать, пока не соберу все пироженки. Все очень просто, да, сборка неказистая.
Крем должен быть охлажденный. Это пирожное можно кушать сразу или дать ему хорошенько еще стабилизироваться, пропитаться кремом. Но если вы бисквит приготовили правильно, не пересушили его, он получается такой очень влажный по текстуре. Если любите мокрые пирожные, значит бисквитик можно еще пропитать. Приготовить сироп на основе сахара и воды, можно добавить чуть-чуть алкоголя, если детки не будут кушать это пирожное. Ну, я ничем абсолютно не пропитываю. Бисквит не сухой. Из приготовленного количества продуктов у меня получилось 20 пирожных. Посмотрите, как симпатично они смотрятся. Ну и давайте покажу, как пирожное выглядит в разрезе. Можно кушать сразу их, а можно и отправить в холодильник, чтобы они хорошенько пропитались, охладились. Охлажденное пирожное режется намного легче. Вот так вот выглядит оно в разрезе. Вкус пирожного очень сложно описать, его нужно попробовать приготовить. Оно по-настоящему невероятно вкусное, поэтому готовьте, удивляйте своих родных и близких таким замечательным вкусом. На сегодня все, всем пока и до следующих встреч в новом видео.